Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты узорчиков, а также готовых изделий уже очень много. Смотрите, выбирайте, что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Отдельный период слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо огромное за ваши просмотры, комментарии, лайки, за вашу поддержку. Итак, я сегодня к вам вот с такими интересными ниточками, вот такого не окрашивания. Моточек, конечно, уже чуть-чуть меньше, чем он есть на самом деле, но в любом случае мы с вами посмотрим узорчик, какой можно связать из данных ниточек. Новички, кто еще не знаком с пряжей, знакомьтесь. Alize Super Lana Classic. Идем дальше. Получается, по составу это 75% акрил и 25% это шерсть. Если цвет кому понравился, вот такой вот интересный переход, смотрите, 29,70 цвет, 29,70. Дальше, в моточке в 100 граммах находится 280 метров. Повторю, здесь чуть поменьше уже, потому что узорчики из данной пряжи уже вязались на канале. И смотрите, нам здесь советуют производители брать крючок от 3 до 4. Ну, в зависимости от того, какой вы хотите сделать эффект. Более плотный узор, либо более воздушный узор. Какая ваша конкретно плотность вязания, да? Я данную пряжу буду вязать крючком номер 3. Я, в принципе, как бы этим крючком вяжу. Меня все устраивает. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. На канале все узорчики универсальные, поэтому пробуйте, вяжите и из зимней, и из демисезонной, и из летней пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному, поэтому берите свою пряжу. Самое главное, правильно подберите крючок. Прочитайте инструкцию, аннотацию, подберите крючок, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, смотрите. Вы можете брать ниточку в зависимости от того, какой вам нужен цвет, изнутри, да, возможно, у вас большое изделие, и вы подбираете цвет непосредственно, какой вам надо для продолжения моточка, так? Я начала, да, брать данную пряжу, ну, снаружи, поэтому я так и продолжу, так? То есть вы можете брать как снаружи, так и изнутри, на ваше усмотрение. Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю, схемка читабельная, хорошего качества, все понятно. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, не переживайте. Мы с вами свяжем все вместе. Повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Но при этом смотрите на схемку. Мы провяжем элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провяжем, посмотрели. Провязали, посмотрели. То есть в дальнейшем вы потихонечку сами, незаметно для себя, научитесь читать любые абсолютно схемки. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 11 петелек. Ну, давайте я, получается, наберу 3 раппорта. Это 33 воздушные петельки. И вы потом увидите, я для того, чтобы ровно, красиво закончились наши краешки узорчика, я наберу еще дополнительно петельки в количестве 7 штук. Вы увидите. Итого я буду набирать 40 воздушных петелек. Ну, а вы сколько хотите. Угу. Итак, вначале все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 40 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Вот такой у меня будет образец. Далее, опытные мастера, можете приступать к узорчику. Мы с новичками сделаем вспомогательный ряд. Значит, новички, когда учатся, они могут запутываться в воздушных петельках. Мы сделаем столбики с накидом, в столбиках точно не запутаетесь. Итак, 3 петельки подъема для начала. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2 это наш столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. И по порядку в следующую петельку нырнули и точно так же по 2 петельки провязываем наши столбики с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. В моем случае 40 воздушных петелек, значит будет
40 столбиков с накидом. Здесь ничего сложного. Первые 3 петельки, которые мы с вами набрали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже набрала. Несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встретимся. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Ниточка, видите, потихонечку меняется. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Будьте внимательны. Для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь делаем накид. 2 столбика мы пропускаем. Вот это наш первый был столбик. Теперь второй, третий. 1, 2. И вот в этот третий столбик мы провязываем столбик с накидом. Есть. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Возвращаемся сюда же, в верхушку предыдущего вот этого столбика, и провязываем еще один столбик с накидом. Вот что у нас по итогу получается. Видите? Вот такая вот рогаточка. А теперь будьте внимательны. Делаем 2 накида, пропускаем, получается, 2 столбика, 1, 2 после нашего рогаточки. А теперь, смотрите, 3 столбика, 1, 2, 3. Мы их пока пропускаем, потом мы к ним вернемся. И вот в этот четвертый, смотрите, мы провязываем столбик с 2 накидами по 2 петельки. 2, 2, 2. Он такой большой столбик, высокий получается. И он у нас будет вот так вот в наклон. По итогу, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков пропустили, в 6-й только провязали. Поняли? Дальше опять 2 накида. Следующий по порядку столбик. Точно так же нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Это у нас получается столбик с 2 накидами. 1, 2 накида еще раз. И третий раз, следующий столбик, провязали еще один столбик с 2 накидами. По итогу вот такая картина получается. Теперь мы должны будем вернуться вот к нашим 3 столбикам. 1, 2, 3, которые мы пропустили. Как мы это делаем? Точно так же 2 накида. Если вам удобно, вы возвращаетесь вот к первому столбику из 3 спереди. Если неудобно, вы идете сзади. Вот я буду идти сзади. То есть вот мой первый столбик из 3. Я в него нырнула, взялась поудобнее, вытянула ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. То есть получается у меня как бы такой крестик получается. Угу. Теперь у меня еще, видите, 2 столбика остались. 1, 2. Теперь буду во второй провязывать точно так же столбик с 2 накидами. 1, 2 накида. Иду сзади за столбиками. Вот мой, видите, второй столбик. Я нырнула в него, взялась поудобнее, вытянула ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2, 2. Еще один столбик с 2 накидами. И у меня остался вот последний, третий столбик. Опять делаю 2 накида. 1, 2. И сзади за столбиками. Вот я захватываю за верхушечку, берусь поудобнее, вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2, 2. И у меня получилось 3 столбика с 2 накидами смотрят в одну сторону, 3 смотрят сзади в другую сторону. Получился вот такой вот плотненький объемный крестик. Видите? Все. Дальше что мы делаем? Смотрите. Накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий провязываем столбик с накидом. 1. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вернулись сюда же и провязали еще раз столбик с накидом 2. Получилась рогаточка. Та самая рогаточка, которая у нас была в самом начале ряда. Поняли? Все. Дальше у нас будет опять повторение. Пропускаем 5 столбиков. Из 6 начинаем провязывать вот наш крестик. Давайте еще раз вместе. 1, 2. Пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5 в 6. Нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с 2 накидами. Есть. Опять 1, 2 накида. Следующий по порядку столбик. Столбик с 2 накидами. Есть. 2 накида. В следующий по порядку столбик. Еще раз столбик с 2 накидами. Все. 3 столбика с 2 накидами готовы. Теперь возвращаемся вот к нашим. 1, 2, 3. Пропустили. Помните? Давайте еще раз.
2 накида, аккуратненько находим наш самый первый столбик, за столбиком идем к нему, беремся поудобнее и провязываем столбик с 2 накидами. Здесь вообще ничего сложного. Есть первый столбик, опять 2 накида, смотрим внимательно. Вот наш второй столбик, идем, провязываем второй столбик, есть, и точно так же провязываем, смотрим, вот наш третий столбик. Все, ничего сложного вообще нет, будьте внимательны. Вот такой вот у нас получился крестик. Как вам? Рогаточка, крестик, дальше будет рогаточка, крестик, и вот так вот вы провязываете до конца ряда. Угу. Схемка перед вами. Давайте, у вас получится. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Ничего сложного. Вот так выглядит узорчик. Как мы заканчиваем ряд? После нашего крестика мы сделали рогаточку. И теперь смотрите, пропускаем 2 столбика. 1, 2, все по узорчику. Здесь у нас 3 петельки подъема. Аккуратненько в 3-ю петельку подъема нырнули и провязали столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Вот наша рогаточка, вот наша арочка. В эту арочку нырнули и провязали столбик с накидом. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вернулись сюда же, в эту же арочку, и провязали еще столбик с накидом. У нас получилась рогатка. Смотрите, рогатка над рогаткой. Так, здесь ничего сложного. Идем дальше. Опять делаем 2 накида. 1, 2. Вот наши первые 3 столбика. 1, 2, 3. Пропускаем. Провязываем следующие 3 столбика. 1, 2, 3. Итак, первый столбик. Столбик с 2 накидами. Опять 2 накида. Второй столбик по порядку с 2 накидами. Тут как бы сложно ошибиться, да? И 1, 2. Третий столбик с 2 накидами. Пока ничего сложного. Дальше смотрите. Мы должны будем вернуться с вами вот к нашим 3 столбикам. 1, 2, 3. Точно так же, как провязывали в предыдущем ряду. 2 накида. Я иду сзади, как я и вязала, сзади. Иду к первому столбику, захватываю верхушку, берусь аккуратно и вытягиваю ниточку. Провязываю точно так же по 2 петельки. У нас получается столбик с 2 накидами. Угу. То есть опять же крестик. Опять 2 накида. Внимательно смотрим. Вот у нас 1, 2 столбика осталось. Во второй вот этот вот. Оп. И провязываем точно так же столбик с 2 накидами. Есть. Точно так же 2 накида и последний столбик у нас остался. Вот их хорошо видно, вы не запутаетесь. И провязываем точно так же 3 столбик с 2 накидами. И у нас получается точно такой же крестик, как мы провязывали в нашем первом ряду. Видите? То есть наша с вами задача повторить точь в точь один ряд. Узорчик состоит из одного ряда. Над рогатками рогатки, над крестиками крестики. Они вот такие вот будут пышненькие, объемные. Видите? Давайте еще раз вместе провяжем накид. Вот где рогатка, нырнули и провязали столбик с накидом. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вернулись сюда же, провязали еще один столбик с накидом. Рогатка. Вы, наверное, поняли, да? В силу того, что мы наклоняем наши столбики, они у нас длинные, поэтому делаем 2 накида, а в рогаточках мы делаем по 1 накиду. Еще раз, 2 накида. Первые 3 столбика пропустили. Начинаем со следующих 3 столбиков. Первый столбик, нырнули, захватили, провязали. 2 накида. Второй столбик, точно так же. И 2 накида, третий столбик. Все, красота. Теперь возвращаемся к первым 3 столбикам. Я возвращаюсь сзади, как я и провязывала. Итак, сзади захватила, провязала. И у нас начинает формироваться такой пышный крестик. Первый столбик есть. Точно так же опять сзади захватила и провязала еще один столбик с 2 накидами. Есть. И 2 накида сзади, опять же,
Если вы будете делать все время спереди, то вы в каждом ряду продолжаете так и делать спереди. Это просто как кому удобно. Тут не принципиально. Поняли? И все. И опять будет дальше рогаточка. Раз, два, три. Вернулись и провязали. Схемка перед вами. Обязательно посмотрите, как обозначаются столбики, как выглядит сама по себе схемка. Все, ничего сложного, видите? У нас что с одной стороны получается крестики, что с другой стороны. Теперь ваша задача дойти до конца ряда, точно так же, как мы с вами провязывали первый ряд. Угу. Давайте, в конце ряда я вас встречу еще раз. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот такая у нас получается красота. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и в предыдущем ряду. Помните, мы здесь делали 3 петельки подъема, так? И после рогатки накид. Аккуратненько в третью петельку подъема нырнули и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен, все ровно, аккуратно. Дальше 3 петельки подъема, и вы уже поняли, да, что мы должны будем провязать все точь-в-точь, как мы провязывали в предыдущих 2 рядах. То есть вначале у нас идет рогатка. Раз, два, три воздушные петельки. Так. Вот, получается. Третий ряд, третья рогатка. Тут без изменений. И точно так же опять 3 столбика пропускаем. Начинаем провязывать следующие 3 столбика по столбикам с 2 накидами. Как вам? Я думаю, что в принципе несложно. Вы справитесь самостоятельно. Я вас могу оставить провязать несколько рядочков, чтобы увеличить наш образец. Как вы думаете, справитесь? Я думаю, да. Все, давайте. Точно так же провязывайте несколько рядочков и встречаемся. Договорились? Несложно, у вас получится. Схемка перед вами. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Четко видно косички, четко видно, где у нас находятся арочки с нашими рогатками, да? Смотрите, узорчик у нас двусторонний. Выбираете любую сторону, какой вам понравится больше, такая у вас будет лицевой. Видите? Вот, все одинаково, все ровненько. Красота. Узорчик из моих ниточек вот так тянется и вот так тянется. Единственное, что я не дождалась, когда пойдет дальше переход цвета. То есть как бы у меня преимущественно розовый цвет, да? А дальше, смотрите, будет такой вот бежевый с розовым смешанный, плавно переходящий в голубой, потом такой грязно-голубой и так далее. Но это уже будут следующие узорчики. Из данной пряжи узоры на канале есть, так что можете посмотреть, как в принципе цвет ложится. Вот такая красота. Единственное, что когда я вязала, думала, куда можно использовать из данной пряжи узор, да? Я думаю, что будет шикарный снуд. Ну, возможно, палантин, да, если вы сделаете ниточки потоньше, возможно, получится. Если будет летняя пряжа, то это, конечно, шикарные топики, парео, почему бы и нет. Как вам? Если кто уже что вязал данным узорчиком, рассказывайте нам, нам будет интересно, что вязали, с какой пряжи, что у вас получилось. Итак, давайте замерим мой образец. У вас будет свой образец, своей рукой, своей плотностью вязания, своей пряжи, своим крючком. У всех цифры могут быть разные. Но вот интересно, сколько у меня получается. Здесь 40 воздушных петелек. И если мы вот так вот приложим, 20 сантиметров. То есть большой узорчик. Ну, здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочков. Самое главное, что узор вяжется из одного ряда. Поняли, да? Ну и получается, с новичками мы еще набирали 7. Давайте посмотрим, сколько это будет. Это будет, ну, 9,5 сантиметра точно. Если не новички вязали, скажем, да, опытные мастера, то, естественно, без первого ряда, ну, это вот 8 с хвостиком сантиметров. Вот, узор несложный совсем. Когда вы поймете принцип узорчика, вы можете спокойно его вязать с вашей скоростью, как захотите. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии, это помогает продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте свои плейлисты, вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.